Матчмейкинг, ну, сейчас очень сильно отстает, он заброшен. Девушка уже стала с женой давным-давно. А какой у тебя прицел, типа, подскажи. Да прицел у меня очень большой, ребят. Всем привет, я Сеня, комментатор CSGO. Я отвечаю на вопросы из Гугла. Сеня, кто это? Ну, собственно, как я и представился на самом деле. Комментатор, аналитик, ютубер, стример, чемпион мира по PUBG, кстати. Но это не я, если честно, но многие путают. Иногда я захожу в PUBG, на Твиче стримлю и немного хайплю там, когда мой не однофамилец, а никнеймовец, что ли. Он чемпионом мира по PUBG стал, играет тоже, кстати, за Нави. И в итоге у нас с ним одинаковые ники, он тоже Арсений. И вот теперь, кстати, этот вопрос довольно актуальный. Кто-то получает инфу про КС, кто-то получает инфу про PUBG. Но я все-таки более титулованный, начинал раньше, поэтому обо мне информации намного больше. Поэтому кто хочет узнать про игрока по PUBG, он часто на меня натыкается. И в итоге вот такая вот петрушка получается. Что дальше? Что такое Сеня? Это как моя любимая песня, ну, одно из нас. Что такое осень, это небо? Что такое Сеня? Трудно ответить на такой вопрос. Все началось где-то в 2009 году, когда у меня был ник Есенин, да, по, моему любимому поэту, скажем так. И, по-моему, в команду Amazing Gaming, это украинская тогда топовая команда, приехал Митя Хуч. И так как-то так получилось, что нам с ним вместе пришлось играть. Меня взяли стендином на турнир за команду iGaming. И в итоге Митя обычно подписывался Хуч, а вот тогда он почему-то решил написать М, Ю, Т и 9. И так получилось Митя. Но я решил его поддержать, и я написал С, Е, H и девятка. Вот вышла Сеня. Поэтому такая история. И после этого я стал подписываться именно так. Идем дальше. Как открыть все ядра, Сеня? Я знаю на самом деле историю этого вопроса. Одно из самых популярных видео у меня на YouTube-канале или на канале Нави, на котором я когда-то работал, это была оптимизация компьютера. Дело в том, что CSGO вышла в 2012 году, и тогда далеко не все компьютеры, системы современные там поддерживали круто эту игру, а точнее даже не так. Все любили Counter-Strike 1.6, а 1.6 как бы шло там на Pentium'ах, Core 2 Duo и так далее. А вышел CSGO, соответственно, нужно было больше мощностей. Как всегда, из-за там слабого экономического развития денег у людей нет, компьютеры не обновляются, и как-то нужно было из того, что есть, делать больше FPS. И я как бы этим занимался, пытался помогать людям, там какие-то программки мы скачивали. И вот одной из такой программы была оптимизация процессора, точнее возможность делать так, чтобы все потоки процессора были открыты и Counter-Strike работал лучше, да, там больше FPS выдавало. Но на самом деле уже, наверное, не очень актуальная информация, потому что и Windows поменялся, там в 10-м, по-моему, все это работает прекрасно без какого-либо софта. Поехали дальше. Следующий вопрос: прицел как у Сеня. Это, если честно, из той же оперы, то есть все это связано с настройками. Я сделал в свое время вот такой глобальный, наверное, вклад в развитие КС, как проигрок, который закончил карьеру, стал снимать видосы, связанные с настройкой КС. И, соответственно, огромное количество людей искало там, как настроить прицел, скачать конфиг, там, прицел как у Маркелова, прицел как у Зевса. В общем, даже до сих пор, я когда играю в Counter-Strike, заходят какие-то люди и спрашивают там, а какой у тебя прицел, типа, подскажи. Да прицел у меня очень большой, ребят. Где и сколько? Сеня, поехали. Где играет Сеня? Ну, один Сеня, как я уже говорил, играет в PUBG на каких-то серверах, не знаю, Faceit. Я лично играю как в CS, так и в PUBG, причем играю везде. Наверное, самое удобное — это матчмейкинг, хоть про как бы не любят матчмейкинг, про играют там на разных платформах, но
все равно мне как стримеру удобно зайти в КС, нажать одну кнопку, и ты уже в игре, ты уже играешь. Если честно, я бы на месте Valve попытался как-то оптимизировать все эти процессы внутри игры, потому что матчмейкинг, ну, сейчас очень сильно отстает, он заброшен. Профессионалы, как я уже говорил, вообще не играют в матчмейкинг, но я думаю, что вернуть их в любом случае можно. Поэтому заходите в КС, играем вместе в матчмейкинг. Где живет Сеня? Я живу в Украине, город Львов, не так далеко от центра города, при этом из-за того, что в наследство достался некогда заброшенный дом, но в хорошем районе, удалось этот дом отремонтировать, и в итоге я живу, с одной стороны, окружен лесом, природа, солнце, там, деревья, разная утварь летом, но при этом можно очень легко и быстро добраться в центр города, то есть если вечером там, или ночью без пробок, там, 5 минут как бы и центр города. Одного из самых, кстати, красивых городов Украины, поэтому если есть такая возможность, всегда всех приглашаю посетить Львов. Много чего можно узнать интересного и хорошо провести время. Идем дальше. Сеня, сколько лет? На самом деле, сколько дадите, столько и будет, но, по-моему, мне сейчас 30 лет, вот недавно исполнилось, в этом году точнее. Кто-то дает больше, кто-то дает меньше, иногда у меня отрастает борода, и я толстею, тогда мне дают 40 лет, иногда худею, бреюсь, вообще все пишут там снова 18-летний Сеня. Очень часто, когда истории в Инстаграме снимаю какие-то про себя, вот именно тогда все пишут, типа, мол, Сеня, ты помолодел, тебе там снова 20. Но на самом деле уже 30-ка давненько так исполнилась. Сколько зарабатывает Сеня? Если честно, наверное, как и многие люди, не люблю говорить о своих доходах, но зарабатываю я прилично, особенно по меркам нашего вот постсоветского пространства. В CS 1.6 удалось выиграть, по-моему, где-то на сайтах есть, в районе там, что-то 40 или 45 тысяч долларов. Тогда призовые фонды были далеко не такие, как сейчас. Но больше я стал зарабатывать уже после окончания карьеры киберспортсмена, как ни странно, в моем случае. Потому что стрим стал популярным, YouTube-канал появился, там группа ВКонтакте, при этом работаю комментатором. И везде стараюсь где-то что-то заработать. Поэтому... Ну, наверное, общую сумму не буду говорить, чтобы не смущать зрителя, но зарабатываю хорошо. Продолжаем. Сеня, 3 точки. Тут, я боюсь, что-нибудь вообще будет очень интересное. Сеня, баг, Windows 10. Не, прикольная на самом деле история. Я даже не думал, что вот я на стримах у себя часто поднимаю какие-то проблемы, снимаю видос, например, и в итоге все это вот в Гугле остается, потому что этот баг связан на самом деле со стримом. Он у абсолютно любого стримера есть, кто юзает 2 монитора, и при этом эти 2 монитора работают с разной герцовкой. То есть на одном мониторе у тебя, условно говоря, 120 Гц, на другом мониторе у тебя 60 Гц. И вот если ты стример, и у тебя программа OBS или любая другая программа для стрима, у тебя оба монитора будут работать как будто бы на 60 Гц. В итоге я этот баг обнаружил еще давным-давно, не мог понять его причину, потом в итоге понял, и вот сейчас уже, собственно, из-за того, что у меня 2 монитора работают с одинаковой герцовкой, там 144, у меня этого бага нет. Поехали дальше. Сеня возвращается в киберспорт. Но я на самом деле возвращаюсь в киберспорт уже очень давно, долго, потому что многие люди хотели бы, наверное, камбэка легендарного состава Na'Vi, и сейчас как бы, на самом деле каждый год актуально сделать этот камбэк, потому что каждый год у нас там то Маркелов забьет, то Старикс где-то окажется на обочине киберспорта, то вот Эдвард не играет больше, Зев сейчас забил, поэтому сейчас как никогда актуальный момент вернуться назад, не то чтобы на про-сцену, но поиграть, возможно, на каких-то фановых турнирах было бы интересно.
интересно. Правда, вот тяжело все равно собрать бригаду, там Маркелов где-то закрылся, непонятно вообще, что с ним происходит. Старик сейчас играет еще профессионально, там недавно был анонс, по-моему, его командочки. Такой, ну, вроде как профессиональный, но, правда, там нет каких-то звезд, но, опять же, я верю в Серегу, надеюсь, что у него все получится. Тут вопрос вот с мотивацией, да, хватит ли мотивации. Идем дальше. Сеня девушка. Девушка уже стала с женой давным-давно, и как бы не совсем тоже актуально это, но с Вероникой давным-давно мы дружим, общаемся, стала моей женой, я уже стал отцом совсем недавно, да, у меня родился сын Борис, поэтому, наверное, это уже будет больше актуально вот к тому Сене Пабгеру, да, то есть Сеня девушка. Хотя на самом деле Ника просто попадала в какие-то там новости, типа, потому что периодически тот или иной ньюсмейкер готовил типа тему а-ля девушки киберспортсменов, да, и там вот топ девушек, там и Зевса Настя попадала, и вот со Львова есть такой бывший игрок команды Нави по фифе Ежик, я знаю, его девушка тоже жена попадала, и вот Ника тоже попадала в такие вот рубрики, поэтому люди спрашивают. Сеня, девайсы. Но это, наверное, вечный вопрос, типа, какие у тебя девайсы для любого киберспортсмена, стримера или геймера. Всегда все спрашивают, что там у тебя. У меня все от HyperX, я амбассадор этой компании, поэтому юзаю только HyperX и вам, собственно, могу советовать. И тут что у нас есть еще что-то? Машина. Автомобиль у меня компании Volvo. Почему Volvo, многие спрашивают? Потому что довольно интересная, редкая марка. Но вот это видео записывается в Швеции, и вот будучи в Швеции, я бы Volvo себе никогда не купил, потому что тут просто Volvo — это каждая третья реально машина. То есть все шведы покупают одинаковые машины, а я все-таки как-то хотел бы, чтобы машина была у меня плюс-минус уникальная. То есть вот в Украине Volvo — это редкая машина, особенно у меня во Львове, у меня только недавно, по-моему, появился салон официально этой компании, то есть таких машин Volvo, как у меня, ну там буквально раз-два я обчелся. Здесь, в Швеции, как бы это очень модно. Но, опять же, Volvo безопасная, очень функциональная и, в принципе, отвечает, наверное, ну, вот тем конкурентным каким-то особенностям, которые есть сейчас на рынке. Сеня, 3 точки. Снова продолжаем. Сеня, рост. Рост у меня небольшой, 1,76 м. Поэтому я, когда набираю 2-3 килограмма, все говорят, что я жестко поправился. Когда я сбрасываю 2-3 килограмма, все пишут: Сеня, похудел, капец. Но на самом деле на моем росте вот именно плюс 3 килограмма, оно как бы туда-сюда. Небольшой рост. И то это 1,76 м было, там, не знаю, в 11 классе, ну потом, может быть, еще где-то я мерился. То есть сейчас, может быть, я осунулся уже, и поэтому мой рост 1,75 м. Но невысокий. Я вот часто беру сейчас интервью у разных проигроков, и мне приходится смотреть на них снизу вверх. Поэтому с ростом, не знаю, повезло, не повезло, но какой есть. Сеня смотрит Райза. Райз — это сейчас самый популярный, наверное, видеоблогер, человек, который делает видосы, их смотрят там 300-400 человек, а я просто беру и пересматриваю эти видосы и тоже собираю лайки, просмотры и так далее. Ну, любят на самом деле у меня на стримах, чтобы я посмотрел какие-то видосы. Это, в принципе, популярно у всех, наверное, стримеров сейчас, когда кто-то что-то смотрит, дает свой анализ или комментарий. Так как Райз делает контент по КС, я, соответственно, смотрю потом Райза, очень иногда много и долго смеюсь, и в итоге людям это нравится. Кстати, вот последние видосы тоже, там у Райза, например, 300-400 тысяч, его оригинальный видос, а мой просмотр Райза еще 200 тысяч, там в итоге вместе собираем довольно неплохие просмотры. И Сенька ушел из Нави. Но это какой-то такой старый, на самом деле, Google запрос, то есть ушел я из Нави. Хотя было же на самом деле 2 ухода как бы моих из Нави. Один уход из Нави — это непосредственно из команды, а потом я еще оставался в киберспорте и делал для Нави
контент. Но опять же, до поры до времени. Спустя какое-то время мы вот полностью с Нави расстались, и сейчас я никакого отношения к этой организации не имею. Может быть, в будущем еще какая-то кооперация у нас будет, потому что все-таки это родная организация, родной коллектив, но пока как бы там я не работаю. Ну, в начале как бы из киберспортивной команды, да, я ушел, потому что такие были обстоятельства. Играл я не очень, наверное, хорошо. На тот момент, по-моему, Гардиан и Эдвард присоединялись к команде, и я с Кибакиным должны были уйти. В итоге нас ушли, и я стал стримером Нави, комментировал, потом много ездил с командой и делал какие-то видосики. А потом я уже ушел непосредственно из организации, потому что был все-таки некий конфликт интересов. Я стал такой более глобальной фигурой в CSGO киберспорте русскоязычном, и при этом я работал в Нави. И, соответственно, когда Нави плохо выступали, я у себя на канале, ну, не мог там говорить, типа, Нави молодцы, они хорошие ребята, там, и так далее. То есть мне надо было, ну, то есть я должен был говорить то, что должен был говорить, да, то есть если Нави плохо отыграли, я мог сказать, что они плохо отыграли, если хорошо, то хорошо. Но, соответственно, когда ты работаешь на организацию, то начинается вот тот конфликт интересов, о котором я говорю, и в итоге было решено прекратить такое вот сотрудничество. Но я вот надеюсь, что рано или поздно, может быть, что-то изменится, и я еще поработаю обязательно в этой родной орге. Спасибо за вопросы, интересная рубрика. В принципе, Google, как всегда, знает, что спросить. Иногда он даже спрашивает лучше, чем некоторые зрители на моем стриме. Но в любом случае это очень интересно. Теперь можно будет делать там от Яндекса что-нибудь подобное, или там от DuckDuckGo, по-моему, еще такой поисковик. В общем, в любом случае это классно. Спасибо.